Израиле наступили дни Песаха. И всех наших зрителей израильтян, кто празднует этот праздник, мы искренне поздравляем с праздником, желаем прежде всего мирного неба, это сейчас актуально, во дни войны, хорошего настроения и, как говорится, Ам Исраэль хай, народ Израиля жив. До победы ни в коем случае нельзя останавливаться. Идет очень серьезная война на выживание, и важно выстоять, набраться терпения, а Господь не оставит народ свой. Когда попадаешь в такие места, забываешь о всех жизненных неурядицах, искушениях, войнах, конфликтах. Видишь, вот такие вот бабочки летают. А сейчас необыкновенная погода, какой-то такой субтропическая нега, буквально все мягкое-мягкое. Я такое помню только в городе Твери, когда возле Тивериада, возле Галилейского моря, озера Кинерет. Вот такой биотоп очень уникальный, и вот такая мягкая субтропическая флора и фауна. А здесь, в горах Иудейской пустыни, крайне редко. Это вот в эти дни, потому что жара как-то сочетается с дождями, и получился какой-то такой субтропический, прям мягкий. Я давно не помню такого. Вот. Пыль сошла с веточек, они чистенькие такие, все красиво, необыкновенно, конечно. А вот это клубница ирисов, которую мы спасали от колючек. Вот эти колючки вправо ушли. Сейчас уже прошло время цветения ирисов. Они отцвели, цветы засохли. И вот такие образовались барабаны. Посмотрите, интересные. Видимо, с семенами. Вот крупная такая вот корзиночка. Здесь семена. Потом эти семена будут распространяться. И, дай бог, дадут жизнь новым ирисам. А кто-то заботливо выложил камни вокруг, чтобы спасти эту клубницу. К ней теперь не подойдут ни колючки. Ну, сорняки это не мешает вот такого рода. Колючки, самое главное, их душат, так сказать. Посмотрите, как в суровой природе иудейской пустыни выживают полевые цветы. Вот мак одинокий, потрясающая картина природы, уникальная. Посмотри, какой крокус, Лор. Вау! Шедевр. Ромашки. Вот такие букеты можно собирать в иудейской пустыне. Но не физически их рвать, а на фотосъемку. На фото и видеосъемку, конечно. Потому что цветы мы не рвем. Такая здесь традиция в Израиле. А этот цветок, если и захочешь сорвать, то будет непросто. Но все-таки очень красивая колючка. И название этой колючки не менее красивое – гунделия. Сегодня мы получили огромное удовольствие от встречи с картинами божественного художника. Я стою посреди поляны чабреца. Обратите внимание. Вот этот пахучий. Какая прелесть. Если его в чай чуть-чуть добавить, это просто что-то. Вот такие места могут стать вполне мини-сценой для какого-нибудь сюрреалистического фильма. Высохшая часть вот этой ели, сосны, жароустойчивая, создает такую картину интересную. И живая. А вот здесь живые ветки. Видите, как интересно. Даже банальная колючка очень трогательно и красиво выглядит в цветущей иудейской пустыне. Ну, посмотрите, чем не полевой цветок. Шикарный стебель зеленый.
И вот такая колючка ярких цветов, фиолетовых. Колется. И так я попал в какой-то чудесный волшебный лес. Как сказка какая-то. Хочется прямо грибы в лукошко пособирать как-то. И грибы действительно здесь есть. Мы как-то с Ларисой собирали, маслята нашли даже. Потрясающая локация, пустыня и вот такой оазис пустыни. А вот посмотрите, какой роскошный куст чабреца. Растет просто вот так в живой природе в Иудейской пустыне. Куст сейчас чистенький такой, красивый. Его помыли воды дождя. И таких кустов немало здесь, в окрестностях Иерусалима, в пустыне, в живой природе. Вот мы любим крепкие. Смотрите, какие листья хорошие, ветки крепкие. Тимьян. Тимьян, да. Тимьян, затор, чабрец. Как вам больше нравится? А вот пошел дождь в Иудейской пустыне. Какая прелесть, Ларис. Я просто в восторге. Второй раз со мной это происходит. Во время съемок идет дождь. Это невероятное благословение, благословение Святой Земли, которое вот сейчас нас просто застало, застигло врасплох. Всем большой привет из Иудейской пустыни. Здесь у нас появилась новая обзорная площадка на ущелье Эн-Прат, то есть библейский Ефрат, упоминаемый в книге пророка Иеремии. Посмотрите, какой прекрасный сделали наблюдательный пункт, можно сказать, такая обзорная площадочка на природу. Невероятно красивый вид. Вот. Любой может прийти здесь, посидеть, понаслаждаться природой. Эта обзорная площадка носит имя погибшего в Газе солдата Итана и посвящена его памяти. Построена на собранные средства.
Всем большой привет из Израиля, из Иудейской пустыни, из окрестностей Иерусалима. И до новых встреч!